Всем привет! Вы на канале Дубль 2. Сегодня нереально классная погода, солнышко светит, 15 градусов. Вот такое вот красивейшее небо, облака просто сказочные. Сегодня у нас в планах, мы с сыном едем на курсы изучения сербского языка. Продолжаем учиться. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, оставайтесь с нами, смотрите нас. Всем привет! Сегодня мы собираемся обедать, и я сейчас по-быстренькому сделаю пиццу. Мы в Нише покупаем пиццу, ходим в такое кафе, как Пекара Бранкович называется. Очень вкусная пицца. Стоит четвертушка от пиццы 200-180 динар. Ну, соответственно, рубли подешевле, это там где-то 150. Вкусная, нам нравится. Но не каждый раз мы ее там берем. И решили взять замороженную в магазине один раз в Лидле. Почему-то она оказалась, вообще невкусной. Не знаю, мы брали два раза, два вида разных пиц, и обе пиццы оказались вообще невкусные. Поэтому мы решили как-то еще выйти из положения. И стали покупать вот такие вот коржи. Такие вот коржики. Здесь 2 штучки. Стоят они 190 динар. И отдельно туда я просто кладу начинку. Что у меня есть? Вот сарделька, есть свинский врат, шейка свиная, огурчики, кетчуп, майонез, зеленушка и сыр потру. Кстати, сыр не вытащила. Вот, то есть ничего сложного, это так, перехватить. В общем, уже брали такие коржи, очень вкусно оказалось. И, в общем, мы решили делать так теперь. А вообще, конечно, в Пекаре Бранкович очень вкусная пицца. Правда, мы в других местах пиццу не пробовали. Может быть, есть еще какие-то другие места, где тоже очень вкусно ее готовят. Пекара Бранкович – это, в принципе, сеть пиццерий. Ну, там не только пицца готовится, там выпечка различная, и хлеб делают, много всего. Бурок в том числе. И от места, в принципе, тоже зависит. То есть, соответственно, зависит от повара, который там готовит. И нам очень нравилось одно место в центре. Мы все с сыном туда заходили, брали пиццу. И вдруг в очередной раз, когда мы пришли, случайно познакомились с поваром. Оказался он русский. Вот, немножко с ним познакомились, пообщались. Он сказал, что он тоже изучал сербский, ходил на курсы на эти же, куда мы сейчас ходим. Вот, что он здесь 2 года, и за 2 года он, в принципе, очень хорошо уже разговаривает по-сербски. Поэтому надеемся, что нас тоже это постигнет, что мы тоже сможем разговаривать через 2 года хорошо по-сербски. Да? В общем, режем начинку.
нашем доме есть кладовки на минус первом этаже, где у нас лежит много-много вещей ненужных в квартире. Сейчас мы идем искать елочные игрушки. Сейчас покажу, как выглядят эти кладовки. Заходи. Пойдем на лифте. Можно, конечно, спуститься и по лестнице, но мы поедем на лифте. Лифт вообще клевый, очень нравится. Мы платим за него каждый месяц. Но хотя бы ездим на минус первый этаж, кладовку. Надо же оправдать то, что мы за него платим. Вот хочу показать, что у нас в доме на минус первом этаже есть вот такое помещение, наша кладовая. Вот. Здесь включается свет. Вот так они выглядят. Вот Тимонька наш уже сюда забежал, спрятался. Он очень любит со мной сюда ходить. Вот. В общем, вот такие вот, как это, отделение, что ли, я не знаю. Получается там 2 метра на метр с чем-то. На каждую квартиру. Ну вот кто-то обшивает вот так вот картоном. Вот. Вот кто-то хранит шины. В общем, идея великолепная, очень удобно. Вот это наше добро. Представляете, где бы мы все это хранили бы еще в квартире? У нас там и лестница, и тазик, елочные игрушки, мои там рамки, которые я привезла для картин. Много всего, в общем. Вот. Так что это прям наша палочка-выручалочка. И спускаться сюда можно на лифте. На минус первый этаж. Да, Тим? Как мы коробки привозили? На лифте. Все, выходим, Тимош, идем домой. Сейчас попробуем вспомнить, где у нас что лежит. Потому что я уже не помню. Кто-то деньги тут положил. 1 динар. Это мои рамки. Мне надо найти банки стеклянные, потому что мне не хватает для повидла, для варенья. Мне кажется, они у меня были, но может быть и нет. И еще елочные игрушки надо найти. Не, здесь ничего интересного. Вообще, конечно, немножко сырости есть, не сильная, но немножко есть здесь сырость, как в подвале. Потому что вот коробки такие на ощупь чуть-чуть такая какая-то сырость чувствуется. Так, это не то, что надо. Это тоже не то, что надо. Вот, закрывается вот так на ключик, на висячий замочек. Тимик, пойдем. Тим, все, пойдем, я ухожу уже. Тимош, пойдем, все. Всем привет! Вы на канале Дубль 2. Сегодня хочу видео записать на тему, как мы приобретали квартиру в городе Ниш, почему мы выбрали именно город Ниш, довольны ли мы застройщиком, спрашивают меня и подписчики, и знакомые. Вот, сегодня хочу об этом рассказать. Какую квартиру мы купили, сколько она стоила, как мы ее нашли и всем ли мы довольны. Квартиру мы приобрели еще 2 года назад, до того, как переехать, еще в 2023 году. Мы приехали,
в Сербию первый раз. Мы приехали в Белград, начали искать поиск с Белграда, конечно же, начали. Хотелось в крупном городе, где больше работы. Но в нашу ценовую политику мы туда не попали, потому что сумма у нас была небольшая. Я продала однокомнатную квартиру в Подмосковье, и вот на эту сумму 60 тысяч евро мы искали себе жилье. В Белграде мы не смогли ничего найти. Да и, в общем-то, Белград мне не особо понравился. Это как Москва город практически. Он серый, каменный. Ну, не запал он мне совсем. На Висат я посмотрела по стоимости на сайте Фозида. На других еще сайтах тоже смотрела. Я поняла, что там примерно такие же цены, как в Белграде. На Висат не сильно по ценам отличается от Белграда. Также я уже рассказывала, что мы попробовали поискать в городе Панчево, это ближайший пригород Белграда. Городочек сам нам понравился, но там большой минус – это нефтеперерабатывающая база, то есть экология не очень там хорошо. И за ту стоимость, которая у нас была с собой, это были квартиры, которые нам совсем не понравились. Совсем либо они были маленькие, либо совсем старые. То есть вкладываться в такое жилье нам не захотелось. И тогда мы поехали уже из Белграда, поехали в Ниш. То есть Ниш – это третий по размерам город. Огромный плюс в том, что почему мы выбрали в Нише, потому что есть свой аэропорт. И когда мы приехали в город Ниш, нам с первого взгляда город понравился. И мне, и сыну. Он очень уютный, очень чистенький, много частных домов. Это значит, вокруг территория с цветами. В общем, красиво оформлена территория вокруг домов. В общем, город нам очень понравился и до сих пор продолжает нравиться. Мы в нем не разочаровались. Но, конечно же, минус – это большое отсутствие работы. Так как в Белграде был бы выбор, конечно, здесь его, соответственно, нет. Но жалеть нам нечего. Меня вот спрашивают, не жалеете ли вы то, что вы купили квартиру в Нише? Конечно, нет, потому что в Белграде мы не могли ее просто приобрести. Это было не по нашим деньгам. Поэтому смысл жалеть? То, что мы не могли сделать просто-напросто. Вот. В общем, 2 года назад мы приехали после Белграда в Ниш. Еще в России я на сайте русскоговорящий Ниш познакомилась с риэлтором, который русский, из России, но занимался, на тот момент он занимался недвижимостью в городе Ниш. И он сказал, что да, когда приедете, пожалуйста, можете обратиться ко мне, я вам что-то посоветую, если какие-то варианты будут. Вообще он нам сильно помог советами. И варианты, я его попросила скинуть варианты, но он сказал, что нет никакого смысла сейчас отправлять, пока вы еще в России, потому что все очень быстро меняется. Вы приедете, этих вариантов уже не будет. То есть, в принципе, мы приехали, не имея никаких вариантов, приехали и подошли, да, в первую очередь к нашему риэлтору русскоговорящему в офис. Он работал официально. И он нам сказал, что, к сожалению, на данный момент вот вторички нет вообще. Есть несколько вариантов новостроек. Если хотите, съездим, посмотрим. И мы поехали смотреть. Было 3 варианта. Он нас свозил по 3 вариантам. В первый вариант, который мы поехали смотреть, это была вот наша квартира, которую мы в результате и приобрели. То есть она нам понравилась с первого раза. Потом мы поехали смотреть еще 2 варианта в новостройках, но как бы уже нет. Все, нам приглянулась эта квартира, в результате мы ее и купили. Значит, это была новостройка. На тот момент она была практически закончена. Внутри все было уже отделано. За исключением каких-то мелочей, еще не было душевой кабины. Унитаз, раковина, бойлер висел, все было сделано. На кухне был выложен фартук на стену. Все, пол деревянный у нас, натуральное дерево, натуральный паркет, дубовый и покрашенные стены. В общем-то, отопления тоже в квартире не было, потому что я так думаю, что его не делают специально, потому что всегда есть выбор, чем отапливаться. В Сербии несколько вариантов, поэтому люди для себя выбирают сами. Но отопление у нас было проложено, разводка под полом и выведена. Не были куплены, установлены батареи и отопительный котел. Но разводка была готова для этого.
В общем, мы приехали, посмотрели квартиру. Квартира находилась на первом этаже, но это по-русски первый этаж. В Сербии это называется приземье, приземье, наверное. Вот, то есть это не первый этаж, считается в Сербии, а второй по-русски считается первый этаж. Дома в Сербии строят, новостройки в основном небольшие. Я уже тоже рассказывала об этом. Это в основном четырехэтажные дома, одноподъездные. То есть у нас в доме 16 квартир. На тот момент продавались в доме несколько квартир, некоторые уже были выкуплены, но некоторые еще были в продаже. Были большие квартиры, которые мы стоили, естественно, дороже, мы в эту политику ценовую не попадали. И мы искали однушку, но это не совсем однушка, это как евро-двушка считается. То есть, вот помощник рассказывать помогает мне, пришел помощник. Вот, то есть это большая кухня, и вот моя комната, то есть я там и сплю, у меня есть отдельное спальное место. И плюс еще есть комната небольшая, это сына комната отдельная. То есть, ну, по факту это евродушка. В России тоже есть такие квартиры в новостройках. Вот здесь их много. В общем, продавалась эта квартира на первом этаже по-русски и приземье по-сербски. И продавалась еще на втором этаже по-русски, первый этаж по-сербски. Она была буквально на пару метров больше, и стоила она на 1000 евро подороже. Но получилось так, что у нас не было совсем больше, даже на 1000 евро больше денег, чтобы мы ее могли приобрести. В долги нам влазить не хотелось, потому что я понимаю, что как бы долги нужно отдавать, а где их взять? То есть мне больше нечего было продать на тот момент, и поэтому мы должны были уложиться ровно в 60 тысяч, не больше. Причем это должно было быть вместе с оформлением. Оформление тоже стоит денег. Значит, услуги риэлтора мы не оплатили. Я так понимаю, что застройщик сам рассчитывается с риэлтором, на какие-то у них договоренности. Нам застройщиком была объявлена стоимость 59 тысяч евро. Мы столько же оплатили, плюс оформление. Значит, на втором этаже мы тоже ходили смотреть эту квартиру. Она побольше, она больше мне понравилась, потому что она на втором этаже, но она почему-то мне все равно не запала, вот не было там какого-то уюта, как в этой квартире, которую мы посмотрели вот на первом этаже, которую в результате мы и купили. Что-то там было, ну, не то как-то. И плюс ванна с туалетом были очень неудобные, там нужно было переделывать. Там что-то напортачили рабочие, и получалось, что душевую практически негде было ставить. То есть там что-то надо было переносить, в общем, заморочки были какие-то. И, в общем-то, хотелось бы вроде как на втором этаже, но так как существовали там еще и минусы, плюс еще нам и не хватало 1000 евро, поэтому мы решили все-таки взять на первом этаже. На первом этаже нам квартира очень понравилась, сразу мы зашли, она была такая светленькая, солнечная. Но еще важный вопрос, приобретая в Сербии жилье, квартиру в том числе, нужно всегда понимать, на какую сторону выходят окна. У нас получилось очень удачно, потому что у нас и на юг, и, в общем, у нас в две стороны выходят окна, не на одну сторону. И солнышко, когда светит летом, то бывает очень жарко. Но у нас этот период приходится на совсем раннее утро, когда еще солнце не такое пекучее. То есть оно у нас проходит и обходит уже в сторону. Это в летний период, когда жарко. То есть достаточно удачно. Мы переживали, что квартира будет жаркая, но нет, вообще нет. И в ней не холодно, она теплая. В общем, в этом плане у нас получилось удачно. Даже когда мы приезжали еще первые годы, и у нас не было ни кондиционера, ну так ты ходишь ко мне, Тимош, у нас не было в квартире ни кондиционера, ни мебели, то мы еще, можно сказать, спали на полу, нам привезли матрас, и мы спали на полу. И самую жару, когда было на улице 42 градуса, да, конечно, чтобы не лукавить, у нас было жарко в квартире, но не невыносимо. То есть, в принципе, даже тогда без кондиционера у нас было
ну, более-менее нормально, можно сказать, в квартире. То есть у нас в плане жары квартира очень удачная. И хорошо проветривается, потому что у нее окна на разные стороны. Вот, если бывает ветерок, мы открываем, и все очень быстренько проветривается. Вот, вернемся к застройщику. Значит, хочу немножко пояснить. Застройщик в Сербии, во всяком случае, это мой опыт. Я сейчас рассказываю то, с чем я столкнулась. Как существует еще там где-то, я не знаю. Значит, застройщик в Сербии отличается от русского застройщика. Если в России это в основном монополия, то есть застройщик строит один дом, дальше где-то он еще строит дом, через какое-то время он еще строит дом, и дома это в основном, ну, какие у нас дома строятся в России? То есть это 16-этажные, там 20-этажные, много подъездов, то есть, ну, как я называю, человейники, потому что я их не люблю, поэтому я их так называю. Вот, а здесь другая ситуация. Здесь застройщики небольшие все. То есть вот у нас, например, дом построил один застройщик, напротив нас строится дом, его уже заканчивают, другой застройщик, а сбоку от нас стоит дом такой же, как наш, даже он точно так же оформлен, он в таких серо-белых тонах, это другой застройщик. У нашего застройщика, по-моему, то ли 2, то ли 3 дома, насколько я знаю. Точно я не знаю, но что-то такое вот. То есть это совсем выглядит не так, как мы привыкли в России. Вообще, в Сербии частный бизнес очень сильно развит, и, видимо, поэтому, то есть начиная от пекарен до вот застройки домов, очень много застройщиков, и каждый может быть, там один дом построил, 2 дома построили, то есть нет монополии такой. Поэтому застройщики здесь, в принципе, немножко попроще, чем в России. Вот, наш застройщик, я, конечно, не знаю для чего, как бы, но он, когда к нам приезжает, какие-то вопросы мы ему задаем, говорим, что вот такая-то проблема, там, то есть не просто так он приезжает, а мы его просим, пожалуйста, приедьте, у нас есть вот такая-то проблема. Вот, и он приезжает, и вплоть до того, что вот он нам приклеил, например, вот эти подоконники. Но я хочу пожаловаться, как бы застройщик все-таки, наверное, должен быть застройщиком, руководителем, и на том все. Но он почему-то хватается за все работы. Вот он лично нам приклеил, и приклеил, конечно, ужасно, потому что подоконник просто отвалился на следующий день. Вот, я вот так вот подошла, вот на него, сейчас даже покажу. Вот так вот ручками немножко оперлась, и подоконник просто сделал вот так. И если кто-то смотрит из мужчин, кто в этом разбирается, мой канал, пожалуйста, подскажите, на что лучше приклеить, чтобы подоконник не делал больше так. Потому что, ну, это ужасно, конечно. Вот здесь даже вот это, то, что поштукатурено все отлупилось, вот прям вместе с цементом. В общем, это беда, конечно. То есть, как бы, конечно, каждый должен заниматься своим делом. Если ты не умеешь, то ну, не надо хвататься за это. Мы не просили, то есть как бы мы сказали просто, что нам нужны подоконники. Он сказал, да, окей, все, привезу. В общем, он привез их, и за какие-то буквально 3 минуты, я даже не успела заметить, как это произошло, он просто пробежался по комнатам, приклеил их быстренько и убежал. Сказал, что все сделал. Ну вот сделано вот так вот, как я сейчас показала. А, Еще раз вот просто прошу, если кто-то разбирается, пожалуйста, посоветуйте, на что приклеить, потому что это, конечно, вообще не дело. Мне хочется, чтобы я не боялась на него облокотиться, я могла поставить какой-то цветок, и при этом подоконник мой не отвалился. Может быть, пена, может быть, жидкие гвозди, я не знаю, просто посоветуйте. И как я уже рассказывала, наш же застройщик дома изготавливает мебель, в том числе кухни. Про кухню я сейчас жаловаться уже не буду, потому что я этому тоже посвятила целый ролик. Я осталась недовольна кухней. Конечный результат, конечно, меня устроил, но это было через столько проблем, через столько нервов. И, в общем-то, все это было на ровном месте. То есть можно было сделать нормально, спокойно, но у нас все делалось задним числом, в общем, через одно место, грубо говоря. И поэтому отсюда столько было косяков. То есть какие-то бесконечные недоработки, какой-то несерьезный подход, я так скажу. Как застройщик, наверное, пятерочка, как м, строитель, наш застройщик, который сделал нам подоконники и кухню, а, ну, наверное, двоечка или, может быть, троечка. В общем, получается, что в 23-м году
мы приобрели квартиру, но так как это была новостройка, Тимик, ты мне тут все ломаешь опять. Ужас один, а. Так как это была новостройка, дом еще не был сдан, оформление выглядело так. Мы заключили предуговор. Значит, сразу скажу, что в принципе риэлтор здесь лишнее звено. То есть мы могли все сделать сами. Значит, здесь делает все оформление либо адвокат, либо нотариус. Также они проверяют легальность недвижимости. Это все лежит на них. Значит, для оформления нужны были переводчик, так как мы иностранцы, а, и два свидетеля. Но в законе говорится свидетель один или два. То есть, в принципе, даже два не обязательно. Переводчику оплачиваем. Я, честно говоря, сейчас уже не скажу сколько. Если кому-то будет интересно, я уточню. Я сейчас не помню просто. Переводчику мы оплачиваем услуги. Свидетелю два у нас было свидетеля. 2 свидетелям мы оплачиваем услуги. И нотариусу, конечно же. В договоре прописывается, что квартира приобретается такая-то, номер такой-то, по такому-то адресу, метраж такой-то. В договоре также было указано номер договора, по которому приобретал застройщик землю. В общем, его какие-то там внутренние документы, которые он приобретал эту землю, то есть указывается легальность этой земли и то, что она принадлежит застройщику. Вот, и оплачиваем мы часть, но так как мы уезжали, мы сразу сказали, что мы уезжаем на год и приедем только через год, потому что нам сказал застройщик, что примерно через год будет дом сдан. Не сейчас, а примерно через год. Мы сказали, что мы через год тогда и приедем. А, Но так как он сказал, что что-то много времени, целый год, давайте тогда половину вы оплатите. А можно было, в принципе, меньше, там 20-30%. Я знаю, что соседи оплачивали где-то 20-30%. Вот. И по этому договору застройщик уже не имеет права перепродавать кому-либо, а ты обязуешься внести всю оставшуюся сумму, естественно, прописывается сумма полной стоимости квартиры, ты обязуешься внести всю оставшуюся сумму после того, как дом будет сдан, и плюс еще можно купить машиноместо. Но, как я уже говорила, у нас было просто вот впритык, чтобы приобрести квартиру и оформить ее у нотариуса. На машиноместо нам уже не хватало. Вот, поэтому мы отказались от машиноместа, сказали, что по договору мы, скорее всего, не будем покупать, посмотрим потом. Его же можно будет отдельно купить. Мне сказали, что, ну, если останется, то можно будет. В общем, в договоре мы не вписали машиноместо. В общем, мы со спокойной душой уехали в Россию. В России сын еще доучивался 2 года, заканчивал институт. Такой вариант нас вполне устраивал, потому что мы еще планировали жить 2 года в России. То есть нам не нужно было сразу переезжать и жить. Оформление все документальное, вот это вот сдача дома, разделение поквартирное, достаточно бюрократическая и очень долгая в Сербии. Ну вот это вот мойка, вот это вот, мне тут вообще, ну ты позер, блин. Что это? Что ты хрюкаешь еще к тому же, а? Фыркаешь и хрюкаешь. Ты вот чем мне помог вот? Чем? Что ты сидишь тут моешься, а? Тимонь, ну что ж такое-то? Вот он. Про разницу застройщиков в России и здесь. Я уже объяснила, что здесь более развит частный бизнес, мелкий такой. То есть у застройщика может быть в строительстве всего лишь один дом, или два, или три. Вот, не как это в России, не монополисты. У нас, например, в России, в Подмосковье тоже была в новостройке квартира. И застройщика мы в глаза никогда не видели, мы только знали, что там очень богатый человек. Но неподалеку, опять же, по слухам, жила его мама, и он к ней приезжал иногда. Вот мы видели, все, что мы видели от нашего застройщика, это дорогущая машина, по-моему, Майбах у него была, вот, которая парковалась рядом с подъездом, где жила его мама в соседнем доме, и на том все. То есть мы никогда не общались, даже в лицо его не видели. Только по слухам знали, что это машина дорогущая застройщика, который построил наш дом. Вот. Здесь другая ситуация. Мы застройщика нашего видим. Он нам
приезжает, поправляет что-то где-то, что не так, недоделано, мы его просили. Ну, конечно, плохенько поправляет, вот пример подоконник, но все равно. То есть здесь застройщик это просто обычный живой человек, которого можно попросить устранить какие-то неполадки, то, что было недоделано. Вот. И он, конечно, что-то не лично делает, но он может прислать там электрика, например. Пока мы были в России, жили 2 года, а, пока мы жили в России, год после сдачи еще дома, дом уже был сдан, мы еще не заселились сюда. У нас на лоджии открутили розетку. И когда мы приехали, торчали одни проводки, и поэтому мы попросили, что ну доделайте, пожалуйста. И как бы он прислал электрика. Вот, а мы купили сами розетку и нам прикрутили. То есть с человеком, с застройщиком здесь можно общаться, можно выяснять вопросы все подряд. Мы спрашивали его про разводку, как у нас проходят провода, чтобы не ошибиться, когда мы будем дрелить стены. Вот. В общем, застройщик здесь доступный. Всегда, когда проходишь какие-то новостройки, висит обязательно объявление с телефоном. То есть можно всегда позвонить, узнать, сколько стоит и так далее, договориться и посмотреть. Это если кто-то планирует вот приобретать здесь жилье.